Волки уже почти не сомневались, что охота завершится удачно. Они неторопливо окружали старую дикую кобылу и ее молодого жеребенка, постепенно сужая кольцо. Хищники чувствовали, что их жертвы сильно устали, и были уверены, что вскоре сопротивление прекратится. Однако никто из них не мог предположить, что всего через несколько минут события примут совершенно неожиданный оборот. На бескрайних просторах степи долгие годы жила кобыла по имени Мира. За свою жизнь ей пришлось пережить немало испытаний. Когда-то ее считали одной из самых быстрых лошадей в этих местах, но с возрастом она постепенно утратила прежнюю выносливость. Несмотря на это, Мира продолжала бороться за жизнь, потому что рядом с ней подрастал жеребенок по имени Ветер. Жеребенок появился на свет совсем недавно и только начинал знакомиться с окружающим миром. Все казалось ему удивительным: птицы, парящие в небе, необычные камни и шорохи высокой травы. Мира внимательно наблюдала за каждым его шагом и старалась научить всему, что необходимо для выживания в дикой природе. Она показывала, где искать воду, как вовремя замечать опасность и почему нельзя уходить далеко от матери. Но однажды наступил особенно тяжелый сезон. Засуха уничтожила большую часть растительности, многие водоемы полностью пересохли, и животным приходилось преодолевать огромные расстояния в поисках пищи и воды. Во время одного из таких переходов Мира и Ветер отстали от своего табуна и вскоре остались совершенно одни. Именно тогда ими заинтересовалась стая волков. Несколько дней хищники наблюдали за матерью и жеребенком. Они видели, как тяжело кобыле даются долгие переходы, и замечали, что молодой Ветер быстро выбивается из сил. Волки не спешили нападать. Они терпеливо ожидали наиболее подходящего момента. С каждым днем положение становилось все опаснее. Мира все чаще замечала серые силуэты на вершинах холмов и слышала по ночам волчий вой. Она понимала, что за ними внимательно следят, но ничего не могла изменить. Единственным выходом было продолжать путь. В один из самых жарких дней жеребенок окончательно обессилел. Он остановился и уже не смог идти дальше. Мира тоже едва держалась на ногах. Именно этого момента так долго ожидала волчья стая. Один за другим волки начали выходить из своих укрытий. Через несколько мгновений вокруг кобылы и жеребенка сомкнулось плотное кольцо хищников. Мира сразу заслонила собой Ветра. Когда первый волк бросился в атаку, она встретила его сильным ударом копыт. Хищник отлетел в сторону, однако остальные не отказались от нападения. После этого волки стали действовать значительно осторожнее. Они двигались по кругу, вынуждая Миру постоянно поворачиваться и расходовать последние силы. Один из молодых хищников попытался прорваться к жеребенку, но получил мощный удар и был вынужден отступить. Несмотря на успешную защиту, кобыла понимала, что долго выдерживать такую схватку она уже не сможет. В этот момент над степью прогремел мощный грохот. Неожиданный звук заставил волков насторожиться. Спустя несколько секунд на вершине ближайшего холма появилась огромная фигура. Это был взрослый бизон, один из самых крупных и сильных обитателей этих мест. Бизон стремительно помчался к месту схватки, поднимая за собой густые облака пыли. Не снижая скорости, он ворвался прямо в центр волчьей стаи. Хищники мгновенно потеряли строй. Одни отпрыгнули в стороны, другие сразу бросились бежать. Огромный зверь грозно опустил голову и приготовился к новой атаке. Вожак стаи быстро понял, что дальнейшее нападение связано со слишком большим риском. После короткого замешательства волки начали отступать. Вскоре вся стая скрылась за дальними холмами, окончательно отказавшись от своей добычи. Мира тяжело дышала рядом с жеребенком, все еще не веря, что опасность миновала. Бизон еще некоторое время наблюдал за удаляющимися хищниками, после чего спокойно развернулся и продолжил свой путь. Он не ожидал благодарности и не задержался ни на мгновение. Кобыла долго смотрела ему вслед. Возможно, она так никогда и не узнает, почему этот могучий зверь решил прийти на помощь. Но именно его неожиданное вмешательство спасло 2 жизни. Благодаря случайному защитнику Мира и Ветер получили возможность продолжить свое путешествие по бескрайней степи.